Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы думаете, что там у меня на заднем плане? Наверное, вы думаете, что это очень-очень-очень старая BMW 3 серии. Но на самом деле это не совсем так, потому что это без 1-2 месяцев BMW с турбореактивным двигателем. Именно такие сроки я себе даю на постройку автомобиля, который будет ехать на турбореактивной тяге. Вообще-то двигаться она, скорее всего, будет не чисто на реактивной тяге, а там есть свободная турбина, и крутящий момент будет через коробку передач передаваться непосредственно на колеса. Также можно, в принципе, поставить, например, в багажник и чистый ТРД и попробовать, сможет ли столкнуть с места и до какой скорости, что самое интересное, эту бэху сможет столкнуть двигатель с тягой около 50 килограмм. Возможно, выглядеть все это будет именно так, хотя вполне возможен и другой вариант развития событий. Например, вот такой. Можете проголосовать в комментариях, какой вариант вам нравится больше. Я склоняюсь к установке на багажник, то есть сделать раму поменьше и установить. Это, естественно, ребят, именно реактивный вариант нашей бэшки будет, а турбовальный вариант будет устанавливаться туда, под капот. Также у меня есть еще пару задумок, о которых я пока вам не расскажу. Но бэха будет универсальная, можно будет ставить разные силовые установки. Может быть, даже вы мне что-то посоветуете. Сделаю универсальное устройство и будем пугать народ в Ростове-на-Дону. Шучу, конечно, ребят. Мы за доброту, и все будет нормально. Давайте теперь оценим, что же удалось приобрести за очень скромные деньги. Я взял ее за 40 тысяч рублей. Рассматривал несколько вариантов. Естественно, самый излюбленный вариант — это покупка классического автомобиля, Жигулей. Но я почему-то решил остановиться на бэхе, потому что цены и состояние было примерно такое же, как и у этой бэхи. В общем-то, за 20 тысяч можно было классику взять, но она была бы прям уж совсем убитая, в хлам. Не имела бы вида, вся была бы помятая, ржавая. Не хотелось брать такой страшный автомобиль, хотелось все-таки взять что-то поинтереснее, и подвернулась вот эта бэха. Она тоже, ребят, непростая, вы сегодня увидите, что там у нее внутри таится за дичь. Это реально словами не описать, что здесь натворили пацаны, она у молодых пацанов была в пользовании. Просто офигеть. Двигатель здесь должен быть инжекторный, но он уже здесь, походу, очень-очень давно не инжекторный. Едет она, я вам честно скажу, так себе. На то, чтобы хотя бы чуть-чуть привести ее в чувство, я потратил 2 дня. Вообще, если честно, ребят, я не знаю, как я на ней доехал. Я на ней ехал через весь Ростов, понадеялся на удачу, и, в принципе, я почти доехал до гаража. Я доехал до места парковки, и она долго-долго стояла, прежде чем я снял гараж. Там хозяин гаража долго его вычищал. Вот. Ну и за это время что-то с ней произошло. Она потом не хотела заводиться. Я целый день мыкался, ездил туда-сюда, потому что как бы она не рядом с гаражом. И пришлось искать причины, почему не заводится. Была самая страшная в мире причина, потому что она то заводится, то не заводится. Причем на чуть-чуть заводится, потом опять не заводится. Короче, подрывал я вот этот диван и искал насосы. Вот как здесь все это выглядит. Я думал, там внутри в баке установлен насос, но на самом деле под седлухой насос мне найти не удалось. Почему, ребят? Почему вам показать? Да потому что вот он где насос. Вот он, родимый. Вот он. Вот это топливный насос этого автомобиля. Можете обратить внимание, здесь какая-то штука. Ну, возможно, родной насос тоже здесь должен быть, но явно он не так болтаться должен. И вот он проводок, он здесь был окисленный, здесь уже все капитально приржавело. Пришлось также его просто примотать обратно, ну, более качественно, скажем так, и зачистить, чтобы он был не окисленный. В общем, такой вот агрегат, ребят. Снизу я не знаю, что там творится, ходовка гремит. Но из плюсов, что мне понравилось, пока я на ней ехал через весь город, да и по пробкам, был один ровный участок, где мне удалось разогнаться до 90. И, грубо говоря, ребят, руль бросаешь, и ласточка едет прямо. Это очень хорошо, сами понимаете. То есть геометрия, в принципе, нормальная. По крайней мере, для моих проектов сойдет.
Ладно, ребят, давайте я вам покажу еще одну нереальную дичь с этим автомобилем. Откроем капотик, он открывается очень просто. Вот так. Дергаем за рычажок и подрываем капот. Здесь вот лежит куча инструмента, который мне понадобился, чтобы починить этот автомобиль и более-менее нормально, чтобы он заводился и ехал. В общем, смотрите, что здесь у нас. А здесь у нас установлен 8-рочный карбюратор. Карбюратор полностью мертвый. Я его тут пару раз пытался восстанавливать. Здесь вот тросик по-колхозному установлен. Он еще и спадает. Пружинка вот такая вот. Не знаю, от чего они брали коллектор. Коллектор сюда подходит, а к карбюру он не подходит. И сделали через такую проставку. Ну, сделали возможность, чтобы можно было его установить сюда. Здесь есть клеммы на установку форсунок. Вот. Видите? Вот он сам движочек. Не знаю, что с ним делать, ребят. Может быть, вы посоветуете. Хочу как-нибудь над ним поиздеваться, пока он установлен на автомобиле, пока я его не снимал. Потому что если я его сниму, то, скорее всего, он уже уйдет куда-нибудь вдали дальние, может быть, даже на металлолом, потому что мне он не нужен. Абсолютно не нужен, хотя движок рабочий, даже моща какая такой, какая есть. Но так как я буду устанавливать сюда реактивный движок, то этот нужно будет как-то снимать и утилизировать. Из таких более-менее интересных вещей хотелось бы поэкспериментировать с разными видами топлива. Напишите в комментах, как вы к этому относитесь. Ну, например, зарядить чем-то его прям вообще нереально диким. И попробовать, как оно будет работать. Будет ли оно работать, повысится ли мощность и так далее. Так, ладно, закрываем. Есть. И смотрим, что у нас здесь по кузову. Обратите внимание, здесь у нас, смотрите, какой шильдик навороченный. Из минусов, конечно, бампер. Бампер от четырки, он полностью разбит. Здесь есть такие косяки с лакокрасочным покрытием. Здесь и вот здесь тоже. Далее, самое страшное, самое больше всего, что мне не нравится, это вот это. Порог практически отгнил в этом месте, и крылышко тоже никак уже здесь не прикрепляется. То есть, обратите внимание, какая красота. Но зато красочка свеженькая, ребят, кто-то обновил его. И прям сдалека она смотрится пушечно просто. Фары все работают. Да здесь вообще все работает, ребят. Стеклоподъемники работают. Писалки тоже работают. Фонари почти новые. В баке горловина работает. Все. Не машина, а сказка, ребят. Зеркала новенькие, зеркала складывающиеся. Давайте оценим салончик повнимательней. Кстати, все это дело, наверное, я буду выбрасывать, облегчать автомобиль, чтобы он был более бодрый. Здесь мне не нравится, стоят колеса с большими баллонами. То есть из-за этого неправильные показания скорости. Колесики должны быть поменьше, вот такие, как спереди. Ну, да ладно, то, я думаю, мы исправим. Приборочка у нас работает более-менее, показывается уровень топлива. 20 литров еще есть. Тахометр, по-моему, не работал здесь. Скорость работает. Я уже разгонялся до 90 где-то километров в час. Максимум на ней. Коробка работает нормально. Но есть же бонусы в багажнике. И бонус там очень существенный. О! А ну-ка. Работает? Ничего себе. Ладно, ребят. Это все хорошо. Вот, салон целый, но все равно придется его выбрасывать практически полностью. О, какой значок там на заднем стекле. Интересный. Самое главное, что работают стеклоподъемники. Вот так. Электростеклоподъемники. Ну, вверх, конечно, они не очень хорошо, к сожалению, поднимаются.
Но тем не менее. Ну и давайте заглянем в багажничек, посмотрим, что там у нас имеется. Я здесь еще порядки не наводил, хотя это уже моя канистра и моя заправочная станция для колес. Вот так вот сие хозяйство выглядит. Вот он, коллектор инжекторный. Здесь есть заслонка. Все это сняли ребята и установили карбюратор. Также есть форсунки. Кстати, можно будет использовать. Даже вот эту вещь можно будет использовать. Это регулятор давления, как я понимаю. Ну, здесь вот циферка 2,5, наверное, на 2,5 атмосферы. Это может быть даже на реактивный двигатель пойдет. Но самое главное, друзья, это то, что есть вторая коробка. То есть одна коробка, допустим, стоит на автомобиле, а ко второй коробке мы можем цеплять все, что угодно, тестировать это, проверять. Это должно быть очень и очень удобно. Ну что ж, заводим. Надеюсь, заведется. Такум слабенький. Оживает движочек. Вот, отлично. То есть какая-то моща еще у этой бэхи имеется. Такой вот, ребят, обзорчик моих планов. Обзорчик, что мы будем делать с этой бэхой. У меня на этом, в принципе, все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание. Всем пока.